Сингапур – очень интересный город для посещения. Он сочетает в себе необычные достопримечательности, развитые технологии и заботу об окружающей среде. Ранее я уже опубликовала 3 видео про Сингапур с подробным обзором достопримечательностей города, изучением острова Сентоза и интерактивной выставкой Гарри Поттера. Это видео я уделю детальному разбору вопросов о подготовке к поездке, что с визой, особенности прилета, где жить, какую проездную карту выбрать и как не переплатить за развлечения. Для въезда в Сингапур гражданам России, Украины, Казахстана и Беларуси нужна виза. Есть 2 типа виз – транзитная и электронная. Транзитная виза не требует предварительного оформления и выдается на 96 часов, то есть на 4 полных дня. На практике этого времени вполне достаточно, чтобы познакомиться с Сингапуром. Транзитная виза подразумевает въезд из одной страны, а выезд в третью, то есть нельзя прилететь, например, из Таиланда в Сингапур и вернуться обратно в Таиланд. Должна быть обязательно третья страна, например, Индонезия или Малайзия. Соблюдение этого пункта проверяется еще на этапе регистрации на рейс, так что нужно быть готовыми показать все брони и подтверждения. Часто сотрудники авиакомпании не уверены в вашем праве пребывания в Сингапуре по транзитной визе. Они тщательно проверяют документы и вычитывают правила. К этому нужно быть морально готовыми и лучше приехать в аэропорт пораньше. Такая уж на сегодняшний день практика. Кроме заранее подготовленных билетов, брони, жилья и страховки, советую также подготовить скриншот и ссылку на официальный сайт аэропорта Сингапура. Они подготовили целый гид по аэропорту, включая подробную информацию по транзитному перелету. Здесь же в разделе с требованиями общественного здравоохранения и въезда в самом низу страницы есть полезная информация для граждан СНГ, Грузии, Туркменистана и Украины. Если вы находитесь в пути в любую третью страну или из нее, вы можете иметь право на 96-часовой транзит, если у вас есть действительный авиабилет с вылетом в течение 96 часов. Вы можете въехать в Сингапур любым видом транспорта, но вылететь из Сингапура необходимо по воздуху. Именно эту часть стоит сохранить себе на телефон и показать сотруднику авиакомпании при регистрации на рейс в случае дополнительных вопросов. Мы так и поступили и окончательно развеяли все сомнения сотрудников. Ссылку на сайт обязательно оставлю в описании под этим видео. А если сотрудник авиакомпании все равно будет сомневаться, смело зовите старшего по должности и общайтесь уже с ним. В этом же гиде от аэропорта Сингапура также сказано, что для получения транзитной визы оба рейса должны быть забронированы по одному и тому же маршруту бронирования. Но мы покупали билеты разными бронями, и вопросов не возникло. Это основные нюансы, которые стоит учесть, но все же советую заранее проверять информацию на официальном сайте аэропорта Сингапура в случае возможных обновлений. Если же вы хотите остаться в Сингапуре дольше 4 дней или исключить третью страну перелета из маршрута, то вам нужно будет оформить электронную визу. Мы ее не получали, так что подробности рассказывать не возьмусь, но информацию также можно искать на официальных сайтах. Например, посольство Республики Сингапур в РФ на своем сайте пишет: посольство официально передало право оформления виз для иностранных граждан, которым требуется виза в Сингапур, уполномоченным визовым агентом. Оформление визы потребует целый пакет документов, так что советую подумать дважды, а точно ли она нужна. Еще раз отмечу, что 4 транзитных дня вполне позволяют осмотреть главные достопримечательности города. По прибытию в Сингапур в аэропорту следуйте указателям на выход, чтобы попасть на миграционный контроль. Если сомневаетесь, подойдите к сотруднику стойки информации, он подскажет. Отличие от классического паспортного контроля в том, что миграционная карта заполняется в электронном виде на планшете. В целом ничего сложного, но на всякий случай рядом есть сотрудники, которые помогают разобраться. Чтобы не вводить все данные вручную, можно просто отсканировать паспорт, и все автоматически подтянется. По результатам заполнения сформируется что-то вроде купона с QR-кодом и паспортными данными. Его нужно сфотографировать на телефон и затем показать сотруднику паспортного контроля. Процесс прохождения границы максимально автоматизирован, так что никаких очередей и долгих ожиданий быть не должно. Для оплаты проезда в Сингапуре используют карту EasyLink и туристический проездной Tourist Pass.
Раньше еще был обычный билет, стандарт-тикет, но в марте 2024 года мы его в продаже не видели. Карта EasyLink будет оптимальным выбором при умеренном использовании общественного транспорта. Именно ей мы и пользовались. Ей можно оплатить проезд не только в метро и легком метро, но и в автобусе, на монорельсе на острове Сентоза, речном трамвайчике, покупки в магазинах 7-Eleven и проход на смотровую площадку до Pinnacle Duxton. Обзор на смотровую делала в достопримечательностях Сингапура. Покупка карты обойдется в 10 сингапурских долларов, из которых $5 – стоимость карты, а оставшиеся 5 – баланс для поездок. Стоимость поездки будет списываться с карты в зависимости от дальности маршрута. При этом баланс карты не должен опускаться ниже 3 сингапурских долларов, иначе пройти через турникеты не удастся. При проходе через турникет в метро на табло высветится остаток на карте и заблокируется максимально возможная сумма проезда. При выходе из метро карту нужно опять приложить к турникету. На табло высветится уже стоимость совершенной поездки, а неиспользованная разница вернется на карту. Мы купили карту сразу в аэропорту, в круглосуточном автомате рядом с выходом к метро. В билетных кассах карту не продавали, был указатель на автоматы. Оплатить можно только иностранной картой, наличный автомат не принимал. Подробную информацию о точках продажи карты можно посмотреть на официальном сайте EasyLink, ссылку оставлю в описании. Пополнить карту можно в автомате на любой станции метро, но здесь уже только наличкой или местной картой, иностранные не принимаются. При этом сам проезд через турникет оплатить иностранной банковской картой можно. Мы так сделали в последний день в Сингапуре при поездке в аэропорт. Стоимость проезда была в 2 раза больше, если сравнивать с картой EasyLink. Но это было выгоднее в нашем случае, чем пополнять EasyLink, так как сумма пополнения должна быть кратной 5 сингапурских долларов. Если бы мы пополнили EasyLink, то по завершению поездки на картах осталось бы по 2-3 доллара, которые бы мы не смогли вернуть. Если на вашей карте останется больше 5 долларов, то сумму сверху можно вернуть при возврате карты. Вторая опция – это туристический проездной – турист-пас. Этот вариант подойдет активным туристам, планирующим частое использование общественного транспорта. По этой карте можно ездить в метро, легком метро и автобусе без ограничений, в безлимитном формате. Стоимость карты покрывает расходы всего дня и составляет 22 сингапурских доллара на один день, 29 долларов на 2 дня и 34 доллара на 3 дня. Карта имеет депозитную сумму 10 долларов, вернуть которую можно после возврата карты в билетную кассу в течение 5 дней после покупки. Отдельно отмечу, что иногда можно встретить транспорт, который можно оплатить только наличными. Например, организованный прямой трансфер из города до зоопарка. Подготовьте мелкие купюры, так как водитель сдачу не дает. Проживание в Сингапуре, пожалуй, самый сложный вопрос. Жилье в городе действительно дорогое, и нужно как следует изучить вопрос, чтобы выбрать подходящий вариант. Конечно, если вы не стеснены в средствах, то легко найдете хороший отель высокого уровня, например, в районе залива рядом с Марина-Бэй. Для бюджетных же туристов задачка становится сложнее. Самые скромные варианты – это кровать в хостеле или капсульные отели от 30 до 60 долларов за ночь. Хостелы в основном находятся в квартале Маленькая Индия, а капсульные отели можно и ближе к центру найти. Но такой вариант подойдет не каждому. Скромный номер в отеле уже будет стоить дороже, от 60 долларов за ночь. Периодически на букинге попадаются скидки, нужно мониторить это дело. Наш отель находился чуть подальше от центра, примерно в 15 минутах ходьбы от метро, и обошелся 84 доллара за ночь. Кажется, что удовольствие не из дешевых, учитывая, что за эти деньги мы получили маленькую комнатушку с кроватью и душевой. Но для Сингапура это очень даже удачный вариант. К таким ценникам надо быть просто готовым и заранее их планировать. В предыдущих видео я рассказывала, что в Сингапуре есть что посмотреть даже бюджетному туристу, так как город предлагает довольно много бесплатных достопримечательностей. Так оно и есть. Но кроме бесплатных локаций есть, конечно же, и платные развлечения, которые очень жаль упускать, раз уж удалось приехать в Сингапур. Чтобы не уехать совсем с пустыми карманами после веселых деньков в Сингапуре, мы тщательно планировали поездку и продумали все наши «хочу». Стоит заранее определить, в каких достопримечательностях хочется побывать и отметить точки на карте. Так можно понять, какую проездную карту выгоднее брать и в каком районе лучше искать жилье. Не спешите также покупать билеты в музеи и оранжереи на официальных сайтах. Поищите сайты-посредники. Они часто предлагают скидку 5, 10, а то и 20%. Для получения скидки, как правило, нужно зарегистрироваться.
Схитрите и создайте 2 или больше аккаунта на разные электронные почты и разные номера телефонов. Также стоит подумать о комбинированных билетах. Например, оранжереи можно совместить с прогулкой по мосту между деревьями будущего в садах у залива. В обзоре острова Сентоза я рассказывала, что проезд на монорельсе до острова будет платным, а вот вернуться с острова на материковую часть уже можно бесплатно. В итоге до острова мы прогулялись пешком за 15 минут, а обратно доехали на бесплатном монорельсе. Сим-карта – еще один момент, о котором стоит задуматься до начала поездки. Из наших поисков самым выгодным вариантом оказалась покупка eSIM. Мы выбрали тариф сразу на месяц для всех стран Азии за $10. Если же покупать сим-карту уже в Сингапуре, то есть большая вероятность, что она обойдется в $30-50. Можно попробовать поискать дешевые варианты в квартале Маленькой Индии. Но стоит ли на это тратить драгоценное время, если у вас всего 4 дня в городе или даже меньше? Иногда на сайте Klook и подобных ему можно найти предложение о покупке eSIM всего за $4-5. Но опять же, такие варианты надо искать. Важный нюанс – при покупке сравнивайте доступный пакет интернета между тарифами, так как за одни и те же деньги количество гигабайтов у разных продавцов может значительно отличаться. Если же вы не хотите покупать сим-карту, то скачайте заранее офлайн-карту для навигации по городу, например, Maps.me. Также можно пользоваться публичным Wi-Fi, который присутствует во многих локациях. На практике мы пользовались мобильным интернетом всего пару раз. На этом у меня все. Кажется, основные моменты рассказала. Если что-то не учла, пишите комментарии, постараюсь ответить.